Всех приветствую. Обзор, анализ, прогноз криптовалют. Давно не выходили видосы, но в ближайшие недели это с большой вероятностью изменится. Видосы будут выходить намного чаще, поэтому врубайте колокольчик тот, кто отключил, ставьте лайки, пишите комменты. А мы давайте посмотрим, что же происходило и происходит на данный момент на крипторынке. Погнали. У нас уже практически середина августа, а болтаемся мы с совсем небольшим ростом. И забегая наперед, этот рост может быть в ближайшее время нивелирован. За 24 часа объемы не особо растут, собаки прут вперед, почти $1,5 миллиарда проторговано за 24 часа по Shiba Inu и по Dogecoin. Именно эти монеты сейчас в тренде. Конечно же, не говоря о биткоине, эфириуме и стейблкоинах. Что же касается настроения, то оно значительно улучшилось. Мы ушли из экстремального страха, достаточно давно уже там не были. Но все равно трейдеры продолжают быть осторожными и находимся в зоне страха. Сегодня цифра 44. А много ли людей интересуется по-прежнему биткоином? И Google тренды подтверждают, что это совершенно не так. Многим на данный момент наплевать на биткоин. Показатель находится на своих минимальных значениях. Может быть, эфириум намного популярен, но нет, он также находится на дне. Что же говорить об NFT после хайпа, который был еще в начале 2022 года, мы катимся все вниз, вниз и вниз. И если же смотреть сентимент биткоина, посмотрим на настроение пользователей Твиттера. Оно у нас нисходящее, как бы находимся в негативе, но это замечательно для не локального, но долгосрочного тренда. Смотрите, то есть у нас настроения идут в целом вниз, преобладает негатив, а цена хоть понемножечку, но все равно прет наверх. Это отличный фактор, и он показывает то, что народ не верит в этот рост. То есть по-прежнему с небольшими откатами, но в целом тренд настроения направлен вниз. Это благоприятная среда для того, чтобы расти. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке в описании к этому видео. Кроме множества акций для новых пользователей, которые и так есть на бирже BinX, есть два дополнительных бонуса. Первый из них это для зарегистрировавшихся по ссылке в описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. И второй бонус это все, кто зарегистрируется по ссылке в описании, будут участвовать в бесплатной раздаче ваучеров на 20 USDT. Случайным образом будут выбраны аж 100 человек, и каждому достанется по 20-ке. Поэтому сами видите, призов достаточно много, шансы выиграть велики. Розыгрыш проведем через несколько дней. За датой следите в новых видео и телеграме. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Один из популярных твиттер-аккаунтов, План Б, выложил вот такую картинку. Здесь он нам демонстрирует тот факт, что RSI, вот эта синяя полоска, находится на своих исторических минимальных значениях. Даже в 2012 году и в 2015 и 2019 году, тогда, когда были развороты рынка, ценовые развороты биткоина, RSI находился выше. Сейчас мы находимся еще ниже, такого не было никогда. И вот мы зафиксировали разворот, и все это дело совпадает и с ценовым разворотом. Посмотрим, насколько долго это продлится, но выглядит достаточно перспективно, сигнал неплохой. Именно здесь может быть дно рынка. Этот же факт подтверждает и вот эта диаграмма. Волны реализованной капитализации долгосрочных держателей. Здесь они нам также показывают, что мы находимся в зоне, откуда уже 3 раза происходил разворот. И 2012 год,
и 15 год, и 19 год. Ну и сейчас также мы находимся именно здесь. Не обязательно доходить до нижней грани. В прошлые разы этого бывало, что и не случалось, но бывало, что и случалось, поэтому это тоже отметать не стоит. Но вот мы находимся в этой зоне, и велика вероятность, что можем отсюда развернуться. Ну, как минимум, здесь неплохая зона для долгосрочной закупки, что в принципе я уже и делал. Данный график вы уже все видели, поэтому просто констатируем тот факт, что Bitcoin Rainbow Price Chart по-прежнему находится в самой низкой зоне, при том, что цена растет. Также было и в прошлые разы. По данной диаграмме находимся на дне, но цена идет в рост. Затем происходил выстрел наверх, вплоть до красных отметин, красных зон. Нереализованные сетевые профиты и потери у нас вышли из зоны капитуляции. Это тоже прекрасно для дальнейшего роста. Проторговались, вышли и уже несколько раз обновили хаи. То есть тренд здесь явно восходящий. На истории, думаю, и так видите, что случалось после выхода из этой зоны. Происходил рост, да, может быть не сразу, но это также подтверждает тот факт, что дно либо уже пройдено, либо достаточно близко. Powell Multiply, аналогичная ситуация, вышли из зоны, где может располагаться дно рынка. Также несколько раз уже обновили хаи, формируем тренд восходящий по данному индикатору. MVRV Z-Score, именно так называется данная метрика. И она у нас аналогичным образом отработала. Уже раз, два, три, четыре, пятый раз. Прекрасно вышло. Пару раз обновила хаи. Тренд восходящий. Зону покинули. Здесь тоже у нас подтверждение дальнейшего движения наверх. И реализованный коэффициент долгосрочных держателей долго не приходил в целевую зону. Но все-таки зацепил ее тихонечко так. И уже вышел наверх. Посмотрим, погрузится ли он еще ниже. Но пока, так сказать, минимум свой уже выполнил. При том, что уже и дал сигнал на разворот. Не только посетил эту зону, но и вышел из нее. Ну и стоит отметить, что на этом росте по-прежнему люди продолжают сливать в минус. Летом 2021 года были сильные продажи в минус, но их даже было меньше, чем мы наблюдаем в последние месяцы. Просто массовые продажи в минус. И на этом росте также люди при каком-нибудь небольшом отскоке стараются побыстрее продать. Речь даже уже не идет у них о заработке, а хотя бы минимизировать свои убытки. Да, таких продаж становится все меньше и меньше, здесь тренд локально сокращается, кто хотел уже, можно так сказать, продал. Но о чем это может говорить? О том, что психика у людей настроена на то, точнее настроение людей может быть настроено на то, чтобы пойти еще ниже. То есть я сейчас здесь продам, я самый умный, откуплюсь пониже и заработаю кучу бабла. Но пониже-то можем уже и не сходить. Хотя, может быть, они и заработают. Посмотрим. Я откупать начал уже сейчас. Метрика, за которой мы давно следим, это у нас резервы биткоина на всех биржах. Они по-прежнему у нас потихонечку сокращались. И вот резкий такой V-образный разворот, даже похож на букву V. Относительно всего этого снижения, это, конечно, вообще ерунда. Но посмотрим, продлится ли эти начинания ввода на биржу биткоина. Пока в целом здесь выводить продолжают больше, чем заводить на бирже. И если говорить о хешрейте, о сложности майнинга, то он снижается. Такое у нас было, давайте покажу, если все открыть. Летом 2021 года хешрейт снижался, и как только мы начали восстанавливать этот хешрейт, также у нас и цена поперла вверх, поэтому здесь также можно последить. И если хешрейт будет показывать признаки восстановления, будет подтверждением на рост. Пока здесь этого, конечно, нет. В целом нисходящее движение, хоть и не такое крутое, как летом 2021 года. Что касается активности майнеров, то она здесь совсем незначительная. В последние разы перед падением в апреле 2022 года была большая, хорошая активность. Превышали вот эту индикаторную линию красную. В июне также немного ее цепанули, но после этого затишье. Особо сильно майнеры не продают. Но это не значит, что они совсем не продают. Резерв майнеров потихонечку, но снижается. И, кстати говоря, последнее такое сильное снижение было у нас в конце июня, но оно было после сильного ценового пролива. Видимо, майнеры очень сильно напугались. Сейчас такого ценового пролива нет, но майнеры уже опасаются и также боятся и думают, что роста дальнейшего не будет. Это также стоит отметить. Видимо, здесь также преобладает настроение на сильное снижение битка. Ну и вот эти два графика, ликвидация лонгов и шортов, я их всегда смотрю. Недавно мы обновили хаи немножечко, локальные хаи, немножечко их зацепили, и поэтому нужно и важно смотреть именно ликвидации шортовых позиций. А здесь они у нас, объемы ликвидации этих позиций снижаются. То есть раз обновили хай, второй раз обновили хай, а объемы все меньше и меньше. Это значит, что фактически все меньше и меньше людей шортят. Вполне возможно, могут организовать откат.
Раз шортистов все меньше, нужно протестировать лонгистов. Как у нас чувствуют лонговые себя позиции. Лонговые позиции здесь у нас давно уже не тестировались. Нужно хотя бы обновить вот этот лой на 22 800. Ну, хотя бы на 22 вот свозить, собрать стопы, посмотреть, какой объем здесь можно отобрать у тех, кто любит полонговать. Шортистов здесь пока локально все меньше и меньше, поэтому откат вполне вероятен. 3 новости, которые заставили обратить на себя внимание, хотел бы осветить в ролике. ФРС США выпускает новые правила для криптобанков. Они планируют ускорить рассмотрение заявок от криптобанков на мастер-счета, поскольку нынешняя система не подходит для учреждений, предлагающих криптовалютные услуги. В общем, ФРС предлагает предоставить таким криптобанкам мастер-счета ключевой финансовый статус, который позволяет осуществлять прямые платежи и доступ к ФРС, пока все банки, зарегистрированные на федеральном уровне, имеют основной счет. ФРС надеется, что новые правила помогут упростить процесс рассмотрения заявок для криптобанков, таких как Кастадия и Кракен. Первый, кстати, в июне этого года подал на ФРС в суд из-за 19-месячной задержки обработки заявки на мастер-счет, когда как среднее время обработки такой заявки составляло от 5 до 7 рабочих дней. Задержка была связана с тем, что не было уверенности у ФРС в том, как вообще предоставить традиционные банковские полномочия таким криптовалютным учреждениям. Так вот, теперь, если эти нововведения будут приняты, все это будет происходить намного быстрее. Скорее всего, это будет по аналогии с обычными банковскими со всеми переводами. Еще одна интересная новость — это PayPal. Они добавили поддержку биткоина в свое мобильное приложение. Теперь прямо из мобильного приложения можно покупать, продавать и переводить крипту. Пока PayPal поддерживает биток, эфириум, лайткоин и биткоин кэш. Пользователи могут переводить как внутри PayPal, так и совершать внешние переводы. При этом также доступна возможность оплаты цифровыми валютами покупок в интернет-магазинах. По мне, так это прекрасная новость, которая еще больше популяризирует крипту. Неплохо было бы, конечно, добавить в PayPal стейблкоин. Именно им чаще всего производится оплата. А биток, эфириум, лайткоин и биткоин кэш люди все-таки предпочитают больше хранить, либо ими спекулировать. И еще одна новость — это Revolut начнет оказывать криптовалютные услуги на Кипре. И не просто на Кипре. Благодаря регистрации на Кипре им открывается вся Европейская экономическая зона. Revolut получила разрешение Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам, которая позволяет ей предлагать криптовалютные услуги в Европейской экономической зоне. А это 17 миллионов клиентов, новых клиентов. Ну и давайте глянем, что у нас происходит на графике биткоина. В целом тренд у нас с 18 июня не изменился. Ничего нового, кардинально нового здесь не произошло. Вот эти отметины, кто забыл, это мои покупки на долгосрок. Давайте глянем старшую структуру. Здесь, кстати, стоит отметить, что вот это ABC будет валидно в том случае, если мы будем еще обновлять лой, потому что C у нас должна быть 5-волновой. Поэтому при вот этой C мы должны еще раз сделать перелой. В каком случае перелоя не будет? В том случае, в принципе, здесь все остается так же. Четверка коррекционная. Но перелоя не будет, если B, например, у нас была вот здесь, А вот здесь, и начало коррекции было в ноябре. То есть вот так все это отработает просто замечательно без перелоя. По мне, так данный вариант более вероятен. Почему я так думаю? Потому что у нас появляются очень большие объемы, а на коррекциях как раз таки снижаются объемы. То есть смотрите, вот здесь явная такая просадка по объемам. Да, пятая волна часто у нас бывает с пониженными объемами, и коррекции бывают с ними же, с пониженными объемами. А вот здесь мы наблюдаем прям-таки рост объемов, что может говорить о новом зарождающемся тренде. Давайте глянем локальную ситуацию. По разволновке старшего порядка здесь у нас что так, что по-другому у нас завершение четвертой волны. Почему я начал уже закупать здесь? Потому что мы можем улететь как с текущих уровней, так и сделать перелой. Если будет перелой, я закуплюсь еще ниже. На это дело у меня припасено немного тезеров. Что касается локальной ситуации, переключусь на 4 часа, и видно здесь, что у нас тренд восходящий, лои повышаются, хаи повышаются, но стоит отметить вот здесь на индикаторе снижения, то есть у нас ослабевает данное движение и вполне вероятен поход вниз на коррекцию. Куда эта коррекция может нас привести? Нам, конечно, не стоило бы опускаться ниже вот этих лоев, но думаю, как раз таки сюда мы и можем опуститься, чтобы собрать ликвидности. Поэтому мы вполне можем сюда вот на сбор стопов прогуляться, но это будет, по моему мнению, всего лишь коррекцией. А куда мы можем пойти выше? В предыдущих роликах я уже говорил, можно открыть график фьючерсов, CME на дневке. И вот здесь у нас два таких классных гэпа,
которые просто мечтают, чтобы их закрыли. То есть цена должна сюда дойти, хотя бы зацепить их. А это как минимум 27 300. И следующий гэп у нас на 34 450. Поэтому первая цель у нас именно здесь. Возвращаемся на котировки Binance, что еще говорит о том, что откат вполне может быть. Здесь у нас также дивергенция на дневках, большие тени уже на третьих пиках, то есть кто-то давит потихонечку. И еще немаловажный факт, это если переключиться на S&P 500, с которым в последнее время биток коррелирует, цена ударилась о 200 на дневке, скользящая средняя 200. Отсюда также вполне можно ожидать, где здесь кисть, вполне возможно ожидать откат и затем дальнейшее движение. В общем, резюмируя по биткоину, с большой вероятностью мы развернули глобальный тренд на еще одну мощную волну наверх. Если более локально смотреть, то вполне у нас здесь может быть серия заходных импульсов, и после вполне вероятной коррекции до уровней в район 23 это будет вполне себе нормально. Если даже 23 не перебьем, то восходящий тренд даже не будет сломан. Но даже если и перебьем, то ничего страшного. Сбор ликвидности, нужно будет смотреть, как будет реагировать здесь цена.